Сегодня мы поговорим об ударной технике бокса, основы биомеханики, геометрии удара. С чего начать, если вы начинающий боксер? Как тренировать ударную технику, чтобы бить уверенно и эффективно? Сегодня мы разберем технику удара в боксе. И техника удара в боксе опирается на биомеханику. Что такое биомеханика? Био – это живое, это наша физиология, это наши мышцы. Это очень важно. Настолько, насколько мы сильные, настолько мы и уверенные. Механика – это раздел физики. Раздел физики, который основан на геометрии. Итак, разберем. У человека 3 оси вращения. Первая ось вращения – это наши руки. Меня, когда учил мой тренер, он мне даже говорил, вот рука вращается, локоть вращается, уже энергия для удара. Скорее всего, в боксе вас не будут бить вот так. Замаха вообще вы не увидите. Скорее всего, руку просто подведут к вам и крутанут. И просто крутанут. Вот что такое ось вращения. Итак, первая ось вращения – это ваши руки. Вторая ось вращения – это наши бедра. Бедро – здесь сосредоточены самые сильные мышцы человека, из-за того, что мы ногами ходим. Здесь, как говорил Брюс Ли, находится вся сила человека. И третья ось вращения – это наши ноги. Везде, где есть вращение, это энергия для удара. То есть первая ось вращения – плечи, суставы, руки. Вторая ось вращения – это бедра. И третья ось вращения – это ноги. 3 физические силы, которые действуют в ударе. Первая сила – это то, что мы толкаем или выталкиваем. Просто за счет подъема стопы. Наше тело переходит с одной ноги на другую. Вот ось. Великолепно. Вторая сила – это то, что мы крутим. Крутим в бедре, крутим в плече, крутим в стопе, крутим в руке. Вот она. И крутанули. Все просто. Толкнули. Крутанули. Третий момент, третья физическая сила – это наклон тела на удар. При наклоне тела, то есть у нас тело, видно, да, может наклоняться. На спине находятся очень сильные мышцы. Наклон тела. Наклон тела делается уже после вращения. Или, скажем так, в момент вращения вы уже наклоняете тело. То есть каждый из этапов усиливается. Толчок усиливается вращением. Вращение усиливается наклоном. Таким образом, у нас получается 3 физические силы на одной линии. Вот теперь касательно геометрии. Что такое геометрия? То есть в прошлый раз мы поясняли, что позиция стойки в боксе, то есть вот стоп, направление стоп показывают линию. Сгибание – это линия разгона, по которой мы разгоняем. Поэтому здесь вот есть нюанс, чтобы понимали. Вот у нас 2 линии отходят, и вот здесь они соединяются, в этой точке. То есть все как реально в треугольнике. Точка А, точка Б и точка удара – это точка С. То есть мы разгоняем, переносим вес тела, разгоняем ее. Второй момент – мы крутим. И третье – мы наклоняем в эту точку. То есть физическое явление, падает удар. То есть и получается вот такой вот момент. Мы должны стремиться к этой точке. Не к этой, не к этой, а вот именно к этой точке. То есть вот разогнали и сюда ручку опустили. Она как раз, видите, вот на эту сторону и падает. Причем если бить этой рукой, получается то же самое. Мы все делаем с точки зрения треугольника. Смотрим, как это выглядит на мешке.
То есть, когда происходит подъем ноги, мы уже смещаем массу. Здесь очень важно не завалиться с точки зрения, вот, чтобы колено у вас не ушло. Сильно согнутое нельзя, и прямое тоже нельзя. То есть чуть-чуть кривизна есть. Это нужно как бы с точки зрения вот эффекта пружинки. Поэтому вот если мы, например, в ближней дистанции стоим, и нам никак не размахнуться, никак нету дистанции для замаха, мы просто ручку ставим и просто подъемом ноги, переносом веса тела мы бьем. По-разному. Можно и сбоку, можно и снизу. То есть дистанция удара очень короткая. На средней дистанции здесь тоже есть нюанс. На средней дистанции мы не можем разогнать, как говорится, вес тела. Не получится. Просто если мы будем гнать вес тела, с одной оси на другую, то, скорее всего, мы просто выйдем вот в такое положение локтя. То есть объясню, почему локоть должен быть прямым. То есть допускает в тренировочном процессе, особенно когда удары ставятся, допускается небольшая кривизна локтя. Это связано с физиологией, потому что суставы, кости, мышцы еще, как говорится, не набитые, еще нежные. И сильные удары, они сразу будут отражаться в ваших суставах, будет идти до спинного мозга, и в головной мозг это сотрясение. Поэтому небольшая, когда вы учитесь, когда вы набиваете удар, небольшая кривизна допускается. Но в оригинале и с точки зрения биомеханики у вас должна быть прямая линия. Если у вас будет локоть согнутый, то, скорее всего, в этом месте у вас просто энергия удара сломается. То есть она просто уйдет у вас в сторону. То есть вы просто провалитесь. Поэтому момент напряжения без переноса тела, но за счет вращения можно ударить. Вот так это происходит. Только за счет одного вращения. Это разновидности удара. На каждый удар, вот у нас на прямой удар 21 модификация. Есть короткий удар, средний удар, длинный удар. И еще масса углов, масса вариантов, выходы из защитных действий, просто масса. Мы сейчас вот разбираем конкретно, что такое биомеханика и геометрия. И на дальней дистанции, вот здесь уже вся амплитуда вашей силы, и это самый сильный удар. Когда вы разгоняете вес тела, когда вы уже делаете все скручивания необходимые, то есть и плечом, и ногой, и бедром. Прямой удар на дистанции, на дальней дистанции считается самый сильный. Если вы еще к этому усилите шаг, то есть еще и шагнете. Итак, шагнули, крутанули и тело наклонили на удар. То есть вот, каждая из этих частей, она рабочая. То есть в бою вы, скорее всего, так и будете бить. То есть у вас не будет идеальной биомеханики. Вообще это очень редко, и, скорее всего, биомеханика работает уже, когда добивают боксера. Когда вот вы его, скажем так, выключили чуть-чуть, еще не до конца, и вот вы уже выходите, зрение как бы уже не то, концентрация не та, то есть ваш соперник практически повержен, он уже не будет замечать в общей картине ваше действие, ему уже, как по большому счету, чуть-чуть осталось. Вот тогда, да, вы отклонились, замахнулись и, как говорится, уже с большой вероятностью, что вы этим воспользуетесь. Биомеханика нужна боксеру только для того, чтобы он понимал, какими силами он вообще бьет, какими силами он действует на соперника. То есть так, чтобы идеальная вот картина, вот подожди, вот тут держи, я сейчас тебе дам, биомеханика сработала. Ничего подобного. В бою вы уже действуете относительно той ситуации, в которую вы попали. Теперь, то, что касается биомеханики бокового удара, очень интересная штука. Здесь, если при прямом ударе мы выталкиваем, и наше вращение, скажем так, оно минимальное. То есть я просто объясню. Если в первом случае мы бьем по системе треугольника в точку С, то есть уже заряжено,
то в эту же линию мы работаем и боковой удар. Очень часто мальчишки перекручивают удар, и его куда-то туда бьют. То есть размахиваются и прям ведут, вот прям заваливаются. Это ошибка просто раковая или роковая. То есть здесь момент, вы должны остановиться на линии этой стопы. То есть конкретно вот как у вас идет линия, чтобы вы не делали перекруты. Потому что чем дальше вы уйдете, потом это надо будет все возвращать. А здесь только раз до этой линии дошли, пошли к этой линии, пошли к этой линии. Все очень просто. Биомеханика бокового удара, еще раз вот посмотрите, вот она делается по как бы кругу. То есть наши ноги, вот, вы как бы реально раскручиваете тело. Это первое. Здесь также перенос веса тела. Вот если смотреть фронтально, вот, отсюда вы сюда крутите. Вот. Раз до линии этой ноги, раз до линии этой ноги. Вот она, максимальная сила. Так, там неважно. Биомеханика бокового удара – это раскручивание, очень сильное раскручивание. Также и вот наклон, помогаете уже наклоном. Раз, раз, как угодно. Биомеханика удара снизу тоже несколько изменяется. Например, из-за того, что положение вашего корпуса, положение ваших бедер и ног. Есть, когда вы сразу делаете, без замаха. Вот прямой удар, боковой удар и снизу. Сразу делаете. Есть, когда вы маневрируете, чуть-чуть опускаетесь вниз и выдавливаете силу в ногах. То есть реально делаете толчок вперед. Причем, если смотреть с точки зрения геометрии, у вас прямая реально идет от ноги через колено и вот так. Все просто. Биомеханика удара снизу может выталкивать удар за счет ног. Раз. Можно выталкивать ее за счет корпуса. Два. Можно выталкивать ее за счет переноса веса тела. Можно это делать все вместе. Можно делать с круговых заходов. Все это база биомеханики. Теперь совет для новичка. Очень важно в боксе иметь грамотного тренера, потому что то, что касается удара, это касается бокса. Бокс рассматривается с точки зрения одного удара. И поэтому ваш тренер должен объяснить вам с точки зрения учебного процесса, как правильно прокачать от стойки до удара. Каждый элемент удара прокачивается от первой части, второй части и третьей части. Каждый элемент ставится отдельно и в целиком вместе. Вот это такой вот метаморфоз. Что-то сразу, ну да, сейчас я ударю, да ничего не получится. Если вы недавно занимаетесь боксом, все вот эти вот ваши осевые вращения, все это как бы будет выглядеть в виде каши. Надо четко понимать, что такое осевые вращения и как на них ставится линия удара. Поэтому существует масса комплексов, которые с точки зрения подготовки к удару, как на пневмогрушу, то есть начинаешь бить пневмогрушу, быстро не можешь, надо медленно бить. То же самое работа с мешком, с лапами и так далее, и так далее. Делайте все медленно, кропотливо и вдумчиво. Поэтому, новички, не торопитесь на свой удар. Удар ставится от кончиков пальцев до кончиков пальцев ног. И от кончиков пальцев ног до кончиков пальцев рук. Через все тело. Чтобы быть точным, а точность – это определяющий фактор силы, надо заниматься. За один раз, я боюсь, что вы даже не поймете, о чем речь. Просто разобьете все руки и все. Вы начинаете понимать, что такое биомеханика, это где-то примерно только через полгода занятий. Определение биомеханики – это уже точное знание, когда вы владеете. В боксе вот есть «думаю», есть «знаю». «Думаю» – это вы тренируетесь, вы изучаете. «Знаю» – это вы действуете. В ринге нельзя думать, в ринге надо знать. Поэтому принцип биомеханики и работы с биомеханикой в боксе – это
Ну, как бы не просто так, это уже, ну, высший пилотаж, если вы это понимаете.